На закате осеннего дня, когда мягкий свет солнца пробивался сквозь стеклянные панели реабилитационного центра, медсестра по имени Алина в очередной раз зашла в палату к своему маленькому пациенту, 8-летнему Лёше. Он был в инвалидной коляске с рождения, но, несмотря на это, в его голубых глазах всегда жила искорка озорства и надежды. «Ну что, Лёша, готов к танцу?» — с улыбкой спросила Алина, включив музыку на телефоне. Лёша заулыбался и протянул к ней руки. Это уже стало их традицией, каждый вечер они танцевали. Алина аккуратно обняла мальчика и, вращая коляску в ритме медленной мелодии, кружилась по палате, напевая вполголоса. Лёша смеялся, сияя от счастья. Они не знали, что все это время за приоткрытой дверью наблюдал мужчина. Это был Олег, отец Лёши. Его глаза наполнились слезами. Он потерял жену несколько лет назад и с тех пор сам растил сына. Каждый день был борьбой с болью, одиночеством, страхами. Но сейчас, наблюдая, как медсестра с нежностью и теплом танцует с его сыном, он впервые за долгое время почувствовал нечто светлое и живое внутри себя. Когда музыка стихла и Алина нежно поцеловала Лёшу в лоб, Олег негромко постучал в дверь. «Извините, я все видел», — тихо сказал он. «Спасибо вам». Алина слегка смутилась, но улыбнулась в ответ. «Это Лёша меня учит танцевать. Я просто подыгрываю». Они разговорились. Олег впервые за долгое время смеялся по-настоящему. Он рассказал о жене, о том, как тяжело быть одному, о страхе, что не сможет дать Лёше достаточно любви и заботы. Алина слушала, не перебивая, лишь иногда мягко касаясь его руки. Через несколько дней он пришел в центр с букетом ромашек. «Алина, вы бы не хотели выпить со мной кофе? Где-нибудь вне больничных стен?» Она кивнула, смущенно улыбаясь. С этого и началась их история. Они встречались, узнавали друг друга, вместе гуляли с Лёшей, ездили на природу, устраивали домашние вечера с настольными играми. А потом был один особенный день, весеннее утро, когда Алина сказала «да». На свадьбе Лёша, сидя в украшенной цветами коляске, раздавал гостям леденцы и сиял от счастья. Он знал, что теперь у него есть не только любящий отец, но и мама, которую он выбрал сердцем. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.